Привет, киноманы! Лето только началось, а стриминговые гиганты уже готовы покорять рейтинги. Нас ждут мощные драмы, триллеры и, конечно, новые порции полюбившихся историй. Выпуск не рейтинг, а навигация по ключевым точкам месяца. То, что уже вышло, я еще сам посмотреть не успел, а потому, как обычно, будем ориентироваться по трейлерам, заявлениям шоураннеров, творческим составам и первым откликам индустрии. Никаких сюжетных спойлеров, только то, что есть в промо-материалах. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. 4 июня Apple TV Plus представляет зрителям «Стик». Оуэн Уилсон играет Пройса Стика Кэхилла, некогда подававшего надежды гольфиста, у которого все пошло наперекосяк. Карьера рухнула, семья распалась. Годы спустя оглушительного провала он пытается вернуться, но уже не на зеленое поле, а в качестве тренера. Теперь он ставит все на 17-летнего талантливого паренька Санти. Их дуэт — это попытка искупить прошлое, обрести неожиданную дружбу и, может быть, вернуть веру в себя. Apple описывает «Стик» как трогательную и жизнеутверждающую историю на фоне большого спорта, о семье, которую мы находим сами. Судя по трейлеру, нас ждет легкий юмор и порция доброты в общем. Критики уже вовсю сравнивают атмосферу с легендарным Тедом Лассо. И да, Уилсон снова в образе обаятельного неудачника. Кого-то это радует, мол, проверенный рецепт, другие ворчат, что опять то же самое. И все же те, кто соскучился по добрым спортивным комедиям, ждут от Стика порцию мотивации и фирменного шарма актера. 5 июня новый сезон Джинни и Джорджи. Эксцентричная молодая мама Джорджия с таким себе прошлым и ее дочка-подросток Джинни – умница и почти отличница. Они попытались начать жизнь с чистого листа в тихом городке, но за этим милым фасадом, как мы знаем, скрывались нешуточные семейные тайны и даже преступления. И вот, похоже, все это вот-вот взорвется. Новый сезон стартует после тех самых шокирующих событий, которые поставили под удар всю семью. Без спойлеров, но героиням придется взглянуть в лицо последствиям. На минуточку, это один из главных хитов Netflix последних лет. Прошлый сезон взлетел на вершину топа и продержался там несколько месяцев. Критики отмечают, что сериал умело сплетает подростковые драмы с криминальной интригой, которая угодила любителям школьных историй и фанатам детективов. Финал прошлого сезона оставил героев в очень опасной ситуации, так что новый будет о расплате. Тоже 5 июня, снова Netflix. На этот раз новый сезон шведского криминального драмеди «Королевы Барракуд» или «Королевы Йорсхольма». Если пропустили, это история о группе подружек-подростков. Дело происходит в 90-е. Днем они паиньки из богатых пригородов Стокгольма, а ночью дерзкие грабительницы, которые кошмарят соседей ради острых ощущений и чтобы расплатиться с долгами. Двойная жизнь, проверка дружбы на прочность, игры с огнем в роскошном антураже. В новом сезоне сюжет делает скачок на 5 лет вперед. Героини вроде как отошли от дел, пытаются жить нормальной жизнью, но тут одна из них возвращается из-за границы. И не с пустыми руками, а с грандиозным планом, требующим быстрого финансирования. Бывшие барракуды снова в сборе. Их цель на этот раз — ограбление века в мире элитного искусства. «Королевы Барракуд» у себя на родине получили отличные отзывы. Сериал назвали остроумной вариацией элитного общества. Критики хвалили стиль, музыку и дерзкий взгляд на жанр. Глобальной сенсацией он, конечно, не стал, но в Скандинавии обрел определенную популярность, а теперь покоряет мировую трансляцию. «Соломинка» — остросюжетная драма от Тайлер Перри Стьюдиос. В главной роли Тараджи Хенсон. Она играет Джанию, мать-одиночку, которая балансирует на грани. Маленькая дочь тяжело больна, денег нет от слова совсем, а вокруг равнодушие, бюрократия и сплошная несправедливость. В один ужасный день череда неудач доводит Джанию до точки кипения. Попытка обналичить чек в банке оборачивается непреднамеренным захватом заложников. Первый же трейлер «Соломинки» производит мощное впечатление. Зрителей ждет жесткий социальный триллер на злобу дня. Криминальная драма «Детектив по искусству». Главную роль исполняет Стивен Мойер. Он играет Артура Бранда, известного голландского арт-детектива, прославившегося своим умением выслеживать украденные шедевры. Артур объединяется с Нэнной Сингх, чтобы распутывать громкие преступления в сфере искусства. Каждый эпизод, как обещают, будет посвящен новому делу, проводя нас через запутанный процесс возвращения похищенных произведений и раскрытия тайн, скрытых за самыми ценными сокровищами мира. Сама идея сериала довольно интригующая, но, что особенно интересно, детектив по искусству вдохновлен реальными подвигами реального Артура Бранда, которого часто называют Индианой Джонсом мира высокого искусства. А истории по мотивам — это всегда интересно. Добавляет пикантности, азарт, давая возможность заглянуть за кулисы реальных событий и познакомиться с очень специфической профессией, о которой, честно говоря, мало что вообще известно. К тому же здесь Стивен Мойер, которого большинство из нас помнит по настоящей крови. Но тут он, конечно же, предстанет в совершенно ином образе.
Набережная. Драма с сильными персонажами, действия которой происходят в сплоченном рабочем сообществе на побережье Северной Каролины. Сериал показывает жизнь семей, глубоко укоренившихся в этих местах, их борьбу с меняющимся экономическим давлением, социальным фоном и просто личными конфликтами внутри семьи. На фоне этого прибрежного городка и моря мы увидим, как одна неблагополучная семья решается на не совсем законные шаги, чтобы спасти свой бизнес и привычный уклад жизни. Пока герои будут справляться с вызовами и переменами, охватившими их город, можно ожидать немало эмоциональных моментов и непростых ситуаций, и, как это часто бывает в историях о небольших городках, здесь будут элементы мистерии, ведь создатели покажут глубокие, часто запутанные связи между семьями и людьми, живущими бок о бок поколениями. 22 июня HBO Max вернет зрителей в политкорректный Нью-Йорк 1880-х с новым сезоном «Позолоченного века». Это историческая драма от Джулиана Фэллоуза. Эпоха роскоши, прогресса и безумного социального соперничества. Молодая и наивная Мэриан Брук приезжает к своим богатым аристократичным тетушкам и тут же оказывается в эпицентре войны старых денег против новых. Респектабельные Ван Райан и их богемные соседи Расселы. Два мира, столкнувшиеся в салонах Пятой авеню. С одной стороны традиции, снобизм, с другой дерзкий капитал и железные дороги, балы, интриги, сплетни, дуэли на светских раутах. В этом блестящем обществе любая мелочь может решить судьбу целых семей и состояний. Первый сезон «Позолоченного века» легко стал хитом, хотя и вызвал споры. Критики сходятся во мнении, что сериал — это прежде всего блестящая, поверхностная мыльная опера. Он не претендует на острую сатиру, к тому же в нем примерно ноль историчности, но увлекает роскошью декораций, нарядов и великолепной игрой актеров. Другими словами, это такой комфортный эскапизм, вежливый и легкий до абсурда костюмированный спектакль. «Железное сердце». Сериал продолжит историю юной и гениальной Мэри Сью Стайл-изобретательницы Рири Уильямс после событий «Черной пантеры. Ваканда навеки». Вернувшись в родной Чикаго, Рири создает высокотехнологичный костюм, похожий на броню Железного человека. Она решает стать героем своего района. Ее изобретательность, кажется, не знает границ, но на пути девушки встает новая, весьма необычная угроза. Таинственный преступник по прозвищу Капюшон, который владеет темной магией. «Железное сердце» завершает текущую телевизионную фазу Marvel. Во всех обзорах говорят, что поклонники вселенной гудят от нетерпения и рады новому проекту про интересного, нового персонажа. А я рад, что этот кошмар наконец подходит к концу, и в следующей фазе MCU нас наконец-то могут ждать адекватно проработанные герои и интересные истории. Так или иначе, можно надеяться на сочетание научно-фантастического экшена с мистической атмосферой. Первые отзывы фанатов после трейлера крайне позитивные, мол, Marvel, пережив не лучший период, наконец берет разгон. 25 июня Hulu покажет новый сезон «Медведя. Шеф». Это та самая прорывная драмеди о кухне «Шеф» и в прямом и переносном смысле. Молодой шеф-повар Карми, шеф, добившийся признания, я не знаю, как они это делают весь сериал, признания в мире высокой кухни, возвращается в родной Чикаго. Причина печальная – смерть брата. Карми предстоит возглавить его захудалую закусочную. Он пытается преобразить семейное кафе во что-то большее, но сталкивается с полным хаосом. Долги, неуправляемый персонал, личные травмы – все кипит. Не особо сплоченная команда поваров, возглавляемая им и талантливым сушефом Сидни, бросает вызов гастрономической мечте. Они понимают, на кону не только судьба ресторана, но и их собственные жизни. «Медведь» с первого сезона стал сериалом-феноменом, возглавил все топы года, собрал охапку наград. Второй сезон, по единодушному мнению критиков, оказался еще лучше, богаче, эмоциональнее первого. Рецензенты хвалили расширение горизонтов сериала. Он уделил время каждому второстепенному герою. И шоураннеры держат сюжет нового сезона в секрете. Но ясно одно, теперь персонажи будут бороться за удержание своего нового ресторана на плаву, а Карми — за баланс между одержимостью работой и личным счастьем. «Обратный отсчет». Криминальный триллер от сценариста Дерека Хаса, известного по пожарным Чикаго. В центре сюжета Марк Митчем, детектив полиции Лос-Анджелеса. Он оказывается втянут в дело национального масштаба. После дерзкого убийства сотрудника Департамента внутренней безопасности Марка зачисляют в специальную секретную группу. В ней агенты под прикрытием всех мастей. Расследуя это громкое убийство, разношерстная команда выходит на след масштабного заговора. И этот заговор угрожает жизням миллионов людей. Смогут ли они забыть о разногласиях и объединиться, сорвать планы таинственного врага, у которого в руках, похоже, таймер, ведь название «Обратный отсчет» должно говорить само за себя. Prime Video сразу заявил о высоком статусе проекта. Поклонники жанра в восторге от состава. Звезда сверхъестественного Дженсен Эклс впервые возглавляет свое собственное шоу на стриминге. Ему компанию составили Эрик Дейн, Джессика Камачо и другие известные актеры сериалов.
Одна из самых ожидаемых премьер месяца, 27 июня Netflix выпускает финальную главу «Игры в кальмара». После успеха первых 2 сезонов, третий продолжит мрачную и напряженную историю, сделавшую сериал таким популярным. Если вы каким-то чудом пропустили это явление, он повествует о группе людей, доведенных до финансового отчаяния, которых приглашают поучаствовать в смертельно опасных детских играх ради шанса выиграть баснословную сумму денег. Сюжет глубоко погружается в тайну, окружающую игры и их создателей, и по мере развития событий нас ждут масштабные повороты, шокирующие откровения и непрекращающаяся борьба за выживание в этом жестоком состязании. В самом сериале было много запоминающихся элементов, которые держали в напряжении от начала до конца, от поразительной визуальной составляющей до напряженных моментов на грани жизни и смерти и драматических сцен. Но, откровенно говоря, что действительно заставляло сериал сиять, так это сложные персонажи, к которым очень быстро привязываешься. Теперь в 3-м сезоне Ки Хун полон решимости уничтожить теневую организацию, стоящую за всем этим. И после мощного клиффхенгера в конце 2-го сезона его история продолжится с того же самого места. Дым. В сериале снимаются Террен Эджертон в роли Дэнни и Джерри Смолетт в роли Лейси, упорного следователя, решившего докопаться до правды о серии загадочных и опасных пожаров. Сериал покажет непростую динамику между героизмом и виной, поскольку Лейси расследует возможную причастность Дэнни, ставшего местным героем благодаря этим пожарам, к самим возгораниям. По мере продвижения расследования она начинает раскрывать темные секреты, которые могут пошатнуть все, во что верит сообщество. Похоже, все будет вертеться вокруг вопроса: Дэнни, кажущийся героем пожарным, тайно связан с огнем или нет? Но пока Лейси будет копать, зрители смогут распутывать клубок тайн вместе с ней. Судя по трейлеру, это создаст убедительную экранную динамику между ними, полную напряжения и неожиданных поворотов, ведь им придется работать сообща. Определенно можно ожидать неловких и неудобных моментов и неизбежного столкновения двух персонажей. И последний, но не по значению в сегодняшнем списке, сериал «Наутилус». Это вроде как новый проект, а вроде и нет, потому что технически, изначально, он создавался для Disney Plus еще летом 23 года, но Disney его отменили, хотя он вроде как был доступен по покупке в некоторых сервисах. К счастью, AMC приобрела права на показ, и теперь зрители всего мира могут его увидеть. А посмотреть есть на что. Это визуально хорошая и насыщенная экшеном приключенческая драма. 10-серийный проект рассказывает о капитане Немо и его пути мести Остинской торговой компании. После тюремного заключения Немо сбегает с разношерстной командой бывших сокамерников на борту прототипа подводной лодки Наутилус с мечтой найти легендарное сокровище. Некоторые могут скептически отнестись к этому сериалу с самого начала, потому что берет классическую историю Жюля Верна и представляет ее по-новому. Но почему нет? Иногда свежие трактовки знакомых персонажей не рушат историю, а обогащают новыми элементами и событиями. Плюс сериал выглядит хорошо. Декорации, костюмы, проработка мира, как минимум в трейлере, все великолепно. И на этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если выпуск вам понравился, не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и нажимать на кнопки под плеером. Ссылки на мои соцсети и бусти для решивших поддержать канал вы найдете там же. И до встречи в следующем видео. Пока.